Дорогие львы, для вас февраль 2026 года – это период, когда внешне все может выглядеть спокойно и привычно, но внутри уже происходят важные процессы, которые определяют, как именно сложится будущее. Февраль не будет зависеть от быстрых решений, но он четко показывает, в каком направлении есть потенциал для роста. С начала месяца внимание льва смещается с личных амбиций на взаимодействие с людьми. Будет часто возникать вопрос баланса о том, где нужно действовать самостоятельно, а где развитие возможно только через сотрудничество. Это месяц про умение занимать свое место среди других без давления и без потери себя. На первый план выходят отношения, партнерство, профессиональные связи, договоренности и совместные планы. Это касается не только личной жизни, но и рабочих процессов, общения с клиентами, коллегами и руководством. Вы поймете, с кем у вас есть перспективы. Солнце и Марс усиливают динамику, возникают живые диалоги и обсуждение обязанностей, кто за что отвечает, где ваш вклад оценивается по достоинству. Эти вопросы звучат как приглашение выстроить здоровый формат взаимодействия. Плутон усиливает прозрачность происходящего. Февраль быстро убирает маски и упрощает картину. Становится видно, где отношения и договоренности работают. Параллельно Юпитер в Раке в ретроградном движении мягко разворачивает фокус вглубь. Возникает желание оглянуться, проанализировать опыт, понять, какие решения прошлого принесли рост. И это разумная пауза перед следующим шагом. В профессиональной теме разворот Урана в начале месяца может дать неожиданный толчок. Придется быстро подстраиваться, но именно гибкость откроет новые возможности. В начале месяца возможна легкая неопределенность, но ближе к концу появится спокойное и уверенное чувство, что направление найдено. А сейчас давайте подробно разберем этот месяц. Полнолуние 2 февраля происходит прямо в вашем знаке. Это делает день особенно личным и показательным. Вся энергия сфокусирована на вас. Ваши решения, реакции и действия в этот день становятся особенно наглядными для окружающих и для вас самих. Это не просто дата в календаре. Это момент, когда ваши внутренние ценности и внешние действия проверяются на совпадение. В отношениях полнолуние может проявляться неожиданными событиями, открытый разговор, новая договоренность или, наоборот, ситуация, которая заставляет пересмотреть привычное взаимодействие. Например, партнер может предложить важное дело, которое раньше казалось малозначимым, но теперь требует вашего внимания. Или друг проявит инициативу, о которой вы давно думали, но не ожидали услышать. День показывает, где нужно четко согласовать роли и ожидания, и где можно найти новые форматы для совместного действия. В профессиональной сфере полнолуние указывает на завершение старых тем и проверку текущих процессов. Могут появиться новые возможности, например, предложение возглавить проект, который вы давно обсуждали, или идея, которая меняет привычный порядок работы. Ярко проявляются финансовые ситуации. День помогает увидеть, где текущие действия приносят реальные плоды. Например, вложение в старый проект может показать неожиданный результат. Или расход, который казался рутинным, выявит новый приоритет для бюджета. Полнолуние дает возможность сделать практический выбор, что стоит продолжать, а где нужен иной подход к делу. Полнолуние во Льве – это день личного озарения. Вы начинаете видеть свои возможности в деталях, и это понимание задает уверенное направление всему месяцу. 14 февраля происходит один из важнейших транзитов года. Сатурн, планета строгости, дисциплины и проверок, покидает Рыбы и вступает в Овен, знак действия, инициативы и личной силы. С этого момента внешние обстоятельства перестают подсказывать, что делать, и теперь важно действовать самому, даже если исход неизвестен. В профессиональной сфере этот день особенно заметен. Появляется предложение возглавить дело или провести переговоры.
Лев, который берет инициативу и действует, получает результат, уважение команды и ощущение контроля над ситуацией. В личных отношениях Сатурн требует предельной честности. Слова должны соответствовать делам, а обещания проверяться временем. 14 февраля совпадает с Днем влюбленных, и этот день сильнее проявляет реальность. Любые эмоциональные заявления, сказанные без готовности и ответственности, быстро проявляются. Для вас это шанс проверить не только партнера, но и себя. Готовы ли вы действовать из честного желания, без намерения просто впечатлить? Финансовая тема также под особым контролем. Инвестиции или новые проекты дадут результат только при полной готовности действовать. День показывает, где ваш практический подход срабатывает, а где привычка ждать идеальных условий только ухудшает положение. С точки зрения личной силы, Сатурн в Овне – это возможность создать план жизни через конкретные действия. Вы можете взять ответственность за карьеру и личные дела, определить, где реально готовы действовать. Но важно помнить о том, что попытка скрыть нерешительность и действовать ради имиджа или гордости приводит к недопониманию, ошибкам и потерям. Любые обещания, особенно эмоциональные или романтические, подвергаются проверке временем и обстоятельствами. Для вас Сатурн в Овне – это инструмент роста. Тот, кто действует решительно и честно, получает реальные возможности в виде новых проектов, улучшения профессионального статуса и укрепления отношений. Выстраивайте свою позицию, готовьтесь к ответственности, и вы увидите реальные результаты. Далее наступает еще одна ключевая дата месяца – новолуние и солнечное затмение Водолея 17 февраля. Это событие не говорит про чудеса или загадывание желаний. Это момент, когда привычные схемы теряют силу, а новые возможности и направления начинают медленно, но уверенно формироваться. В личной и партнерской сфере день может проявляться через конкретные события. Разговоры, предложения или решения, которые реально меняют динамику отношений. Например, может появиться возможность начать сотрудничество или совместный проект, над которым вы долго думали. Важно видеть разницу между тем, что приносит результат, и тем, что создает лишь видимость. Появится необходимость сделать выбор, с кем строить будущее и что оставить позади. Финансовые решения, принятые в этот день, задают ориентиры на месяцы вперед. Это могут быть новые инвестиции, корректировка бюджета или планирование расходов, которые реально влияют на доход и стабильность. Плутон в Водолее усиливает воздействие затмения. Любые скрытые механизмы манипуляции или попытки контроля раскрываются. Если раньше кто-то пытался держать ситуацию через статус или влияние, то теперь все это проявляется через реальный баланс сил. Для вас это хорошая возможность выстраивать прочные позиции в работе, отношениях и личных планах. Затмение показывает путь развития, и умение это увидеть становится ключом к успеху. 26 февраля Меркурий задерживается на краю и переходит в ретроградное движение. Слова, планы, документы и договоренности становятся особенно чувствительными к искажениям, а привычные схемы коммуникации временно дают сбои. Но это не повод для тревоги. Напротив, день дает уникальный шанс увидеть, что можно улучшить и довести до совершенства. А в личных и партнерских отношениях ретроградный Меркурий проявляется через возвращение старых тем или людей. Например, может появиться сообщение от старого знакомого, с которым нужно обсудить незавершенный вопрос. Это возможность поставить точку в прошлом, очистить пространство для новых шагов и отношений. Финансовые решения требуют двойной проверки. Подготовленные договоры, инвестиционные планы или покупки важно перепроверить, чтобы избежать мелких, но значимых ошибок. Также обратите внимание на особенность даты. Зеркальная комбинация 2602-2026. Это число подчеркивает тему поворотов, отражений и уроков, которые приходят из прошлого. Каждое действие, слово или решение в этот день имеет зеркальный эффект.
Главное, о чем нужно помнить, не делайте резких заявлений, слова легко воспринимаются иначе, чем вы можете ожидать. Завершите старые дела. Любое незакрытое задание или договоренность лучше довести до конца. Проверяйте документы и планы дважды. Слушайте сигналы прошлого, возвращение людей дает возможность исправить то, что раньше осталось незамеченным. Сегодня вы можете создать условия, чтобы следующий месяц был продуктивным и без лишних сюрпризов. Друзья, главная сила февраля в том, что Лев получает ясное понимание своих возможностей. Наступает время уверенного движения вперед. Вы знаете, что ваши решения строят будущее, а внутренний порядок позволяет брать инициативу в свои руки. Февраль дает вам силу и настрой, которые будут поддерживать каждый следующий шаг. Это месяц, когда внутренняя сила становится вашим активом, а осознанный выбор – инструментом роста. Дорогие друзья, если прогноз вам понравился и принес пользу, поставьте лайк и подпишитесь на Астроквазар. Также не пропустите гороскоп для Льва на 2026 год. Спасибо, что следите за знаками судьбы вместе со мной. С вами был Игорь. До скорого!